Ты не поверишь, что можно сделать из старой тачки. Привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались, сколько жизни, энергии и сил скрыто в старой садовой тачке? Сегодня я покажу, как превратить проржавевшего старого друга в суперпомощника всего за полчаса. И это не шутка. Мы сделаем из старой тачки новую, сэкономив 60% денег. Вы знали, что первые садовые тачки появились еще в Древней Греции. Правда, тогда их таскали без колес. С тех пор тачки почти не эволюционировали, даже в плане долговечности. Корыта гниют и ржавеют, покрышки разваливаются. А новая такая тачка в Беларуси стоит в среднем 109 рублей. Но зачем покупать новую, если можно восстановить старую всего за 40% от цены? Новая корыта стоит 44 рубля, покрышка 12 рублей, итого 56 рублей против 109. Хотя покрышки у меня в запасе есть, нужно раскошелиться только на корыто. Садоводы-любители должны помнить, что неправильное давление в колесах сокращает срок службы тачки вдвое, а приспущенное колесо может повредить сосок камеры за час. Начнем с разборки. Открутим болты. Те, что не поддаются, обрежем. Снимем колесо. И заменим покрышку. Диск, конечно, можно было почистить и покрасить, но на это нет времени. Камера целая, перекинем в новую покрышку. Ставить начнем с соска. Следим, чтобы не закусили камеру. Стальные диски тачек сварены из двух частей контактной сваркой. Покрышку можно натянуть без инструментов, смазав край мыльным раствором. Но отверткой будет быстрее. Кстати, если бы старая тачка могла говорить, она бы могла пожаловаться на моего племянника, который однажды перекачал ее колесо. В какой-то момент я услышал сильный хлопок. Оказалось, что разорвало диск на две половинки. Колесо стояло на раме, поэтому никто не пострадал. Мораль: доверяй манометру, но проверяй давление на глаз. Я думаю, вы заметили, что новая корыта без отверстий. Это, конечно, минус, но есть простой способ, который не даст накосячить с разметкой. Размечаем по старому корыту два будущих отверстия, но не сверлим, а пробьем их кернером. Почему? Пробивая, металл растягивается и тем самым усиливает стенки отверстия. И чем больше жести будет удерживать шляпка болта, тем лучше. По данным инженеров, это повышает нагрузочную способность на 30%. Крепим корыто к раме. На два болта. Проверяем центровку. Если все в порядке, сверлим первое отверстие небольшим сверлом. Если отверстие немного сместилось, не беда. Кернер развальцует жестянку, сместив отверстие, сделанное в тонкой жести, по отверстию в раме, как по кондуктору. Те же действия повторим еще несколько раз.
Вот и воскресла старая тачка. Эта помощница снижает нагрузку на спину дачника на 70%. К тому же за сезон такая тачка по статистике перевозит до 2 тонн грузов. На днях начнем делать новые теплые супергрядки. На эту тему будет отдельное видео. Старушка в паре с другой тачкой будет бить рекорды, перевозя по тонне чернозема и компоста за день. Пишите в комментариях, что еще кроме тачки можно сделать из старой тачки. На этом все, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.